Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами смотреть, как выглядят корабли. Привычные для нас, в нашем понимании, то, что Анаконда, типа, большой корабль, вроде управляется как-то, не знаю, маленький, там то же самое про корвета, но, друзья, с выходом Одиссеи нам дали ноги и возможность пройти мимо них. И честно, мне самому интересно посмотреть, как это вообще будет выглядеть, друзья. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали. Уж извините, друзья, но я не могу на ультрах. Вот в горизонтах могу, в Одиссее нет, поэтому будем на низких смотреть, что да как. Начнем с Сайдвиндера. Маленький Рсюн, который, в принципе, и считается маленьким кораблем, самый первый корабль, но, ребята, он не такой, что, и маленький оказывается. Давайте посмотрим. Довольно большая дура. И вход у нее, кстати, сзади. Тут как раз-таки видно сами двери. И вот, собственно, его размеры. Какая-то, извините меня, Кобра МК-3, суть по размерам. Но Кобра МК-3 еще больше, друзья. Смотрите. Нет, это пипец вообще. А это, пожалуйста, первые слоты для пушечек. Довольно неплохо. Ну вот, собственно, наша кабина. И кораблик, я вам скажу, довольно большой. Вот, кстати, еще и радиаторы наши. Да, махина прям. Прям махина. Давайте-ка другие посмотрим. Имперский орел. Маленький, быстренький корабль, отдаленно напоминающий наши военные самолетики-истребители, или там всякие такие. И этот корабль находится в топе самых быстрых. Ну что ж, давайте смотреть. В принципе, он гораздо больше Сайдвиндера, друзья. И еще прикол в том, что он имеет крылья, то есть он еще при всем при этом и широкий парень у нас. Да, неплохо, неплохо. Кстати, тут есть какая-то задняя дверка непонятная. Почему мы не через нее заходим? Странно, странно. Надо было через нее бы сделать. Давайте-ка еще обойдем, может даже запрыгнем на него. Тут у нас 0.71, по идее, должны запрыгнуть, а потом, когда будут другие корабли, будем, наверное, на другие планеты летать. Да, слышите, ребята, он огромный. В нем, жить можно. Офигеть. Тут лестница как раз для нас, чтобы мы поднимались наверх, наверное, не знаю. Давайте-ка глянем кабинку. Тут как будто стекла нету. Вот, собственно, наша кабина. Прорисовано, конечно, фиговастенько, но не забывайте, что это низкие настройки. Есть что-то вроде трапа, по которому нужно залезать. Прикольно. Реально прикольно. Хорошая детализация. Если поставить ультра настройки, будет, конечно же, еще более симпатично. А вот, кстати, трап, по которому мы заходим, получается, да? Да, то есть здесь заход, а кабина здесь. То есть какое-то внутреннее пространство там еще помимо всего этого и имеется. Неплохо, неплохо. Давайте-ка посмотрим других ребят. Diamond Back Explorer. Корабль, который открывает перед вами возможности даже в начальном, стартовом, так сказать, режиме вашей игры летать на очень большие расстояния и фармить инженеров. Ну что ж, давайте-ка смотреть. Ну еще и стражи, конечно. И, ребята, он реально что-то какой-то большой получается. Сейчас вы это увидите. Еще он похож на кузнечика, когда находится в сложном варианте. Вы, посмотрите, какая это огромная, мать его, дура. И это все считается маленьким, кораблем, ребят. Нет, вы просто посмотрите на размер этого, движка. Мне кажется, у Ту-160 движок меньше. Ну-ка. Нет, это, ребят, это просто что-то с чем-то. Вам не кажется, что это перебор? Просто сопло с ростом человека. Высотой с роста человека. То есть раз движок, этот такой же и этот такой же. Да, неплохо. Еще складывающиеся боковые движки, на которых расположены шасси для посадки. Офигеть. Вот это, дура. Охренеть. Вот это я понимаю. Его кабину другую, более симпатичную, обтекаемую, и будет очень красивый корабль. Кстати, вот его кабина. Неплохо, правда? Для маленького-то корабля. Он высотой, я не знаю, этажа 3-4. Да он размером, с дом. И это все еще маленький корабль, друзья. Все еще маленький, корабль. Офигеть. Я просто, если честно, в шоке. А погрузка-то у нас где? А вот это, наверное, тот самый трап. По крайней мере, похоже на то. Что-то там UAT, GS-13 какой-то. В общем, с этим кораблем понятно. Маленький, да удаленький. Реально, что-то он какой-то большой. И мой, наверное, любимый кораблик Кобра МК-3. Это великолепный стартовый универсал, который вам послужит, наверное, очень большое время и в плане торговли, в плане майнинга.
Хорошая стартовая машинка. С ней можно, правда, еще с инженерами развлекаться. В реобзоре она будет. Там есть пару идей по поводу ее фитов, и это будет, ну, я думаю, ну, неплохо. Давайте смотреть, какая она по размерам. Я поставил ультра настройки, и вроде более-менее нормально показывает. Ну вот, кстати, она меньше Diamondback'а, вроде бы как. Но не забывайте то, что она больше шире, чем длиннее. Но все равно размеры ее поражают. Большая дурында. А вот, собственно, и ее движки, которые прям, так сказать, очень большого размера. Это вам не сопло Diamondback Explorer, это что-то посерьезней. Ага, на них стоять нельзя. Ладно, ничего страшного, обойдемся. И вот какая она в ширину, друзья. То есть, как бы, много. Нет, кажется, по внутренней площади она, ну, по объему, кажется, больше Diamondback'а. Давай, пожалуйста, пожалуйста, заберись. Отлично. Да, вот, кстати, наши радиаторы опять-таки. Блин, какие у нее офигенные обтекаемые формы. Что это тут такое? А, Делейси. Это ее космоверфь. Да, не, на ультрах что-то тяжеловато. И вот, собственно, кабина. На 2 рыла. И вон там можно разглядеть столик какой-то, там еще один, собственно, дверь, какие-то счетчики, какие-то показатели. В общем, неплохо. И в высоту, друзья, она тоже, кстати, такая довольно высокая. Ну, этажа 2, может 2,5 точно в ней есть. Неплохо, неплохо. Немножечко не рассчитал и коцнулся. В общем, Ask Explorer. Это уже, ребята, средний корабль, это исследователь довольно неплохой. На него также ставится 5-я FSD V1, как и на Diamondback, как и на Phantom. В общем, прикольный. Давайте-ка смотреть на его размеры, потому что он немножечко такой бочкообразный и при этом еще имеет такую расплющенную форму, как вот у шестигранника или как это называется. В общем, давайте смотреть. Ой, суть по тени, мне уже что-то кажется, что-то он здоровый. Ё-моё. Критически высокая температура. Ё-моё. Какая ж ты огромная дура. Охренеть. Блин, вот это я понимаю. Если бы по ним еще можно было ходить внутри, ё-моё. Какого же ты размера? Где конец, ё-моё? Где вообще начало-то? Офигеть. Ну, это уже такое, знаете, хороший зажиточный коттедж по размерам. Прям большая дура. И вот это интересная форма кабины. Офигеть. Какая ж ты огромная. Давайте-ка запрыгнем. Надеюсь, получится. Надеюсь, гравитация нам позволит. Да. Смогли. Тихо, 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 тихо. Тихо. Все нормально, посмотрим на нее сверху. Блин, она огромная. Точнее, корабль просто огромный. Офигеть. Да сюда коробка для игры в футбол поместится. Даже не одна, наверное. Офигеть. О, это что у нас? Это теплоотвод или ты рад меня видеть? Да. Сколько же внутри, блин, свободного места. Это ж просто кирдык. Ну и вон, собственно, дверка. Заходим в корабль мы, получается, сзади. Это ж сколько я буду падать, если я просто спрыгну? Это сейчас я бегу на шифте. Офигеть. О, турель точной обороны стоит. Какая масявка. Охренеть. Или не турель точной обороны, фиг его знает. В общем, давайте-ка спрыгнем. Раз, два, три. 3 секунды почти свободного падения с 0,7G. Да, большая дура. Питон. Наверное, все-таки самый лучший корабль для Одиссеи, учитывая его размеры, количество модулей, ну и так далее. Давайте-ка посмотрим, как выглядит это чудо. Я убрал ультра, ребят, потому что там кирдык все лагает. Ужас. Хороший универсал, кстати. Так, это я, получается, вышел вот здесь вот, да? Нифига себе лестница. Тут лестница, блин, 2 этажа только. Охренеть. Какого ж ты размера, дружище? Ну-ка. Ё-моё. Ё-моё. О, вот это я понимаю. Вот это уже серьезные большие корабли размером, блин, я не знаю со что. С жилой дом. Ё-моё, какой ж ты огромный. Офигеть. Это только средние корабли, друзья. Только лишь среднячок. А есть у нас еще и большие ребята. Охренеть.
О, это маневровый движок. Ё-моё. Да, тут этажей 5, наверное. Если нет, больше. Больше. Давайте-ка посмотрим со стороны. Жесть какая-то. 10 этажей, ребят. Вот эта задняя часть, это 10-этажный, блин, дом. Ну-ка, сможем ли мы залезть на него? Надеюсь, сможем. С разбега только. Да, сможем. И вот это вот его верхняя непосредственно часть. Ну, залезть. Офигеть. Просто офигеть. Очень большой корабль. Неожиданно большой. Не, мы, конечно, знали то, что они большие, но даже было видео с Ship Size Review и так далее, но мы никогда не могли пройтись рядом с ними. Нифига себе, там целая квартира за ними находится, за этими двумя стульями. Вот это я понимаю кораблик. Офигеть. Все мы любим Мамбу. И Сережа тоже. Хороший, красивый, быстрый кораблик с 4-й пушкой наверху. Все орудия в верхней полусфере, не как у Фердиланса. Но все же есть некоторые свои подводные камни. Давайте-ка посмотрим, как она выглядит. Линии, конечно, корпуса данного корабля шикарны. Но он очень капризный в плане фита. На реобзорах, конечно, тоже будет. Ё-моё, если это только здесь такое начало. Офигеть. Внимание! Критически высокая температура. Да нормально, не ругайся. А нормальная такая машинка. Нужно будет кого-то попросить, чтобы помог мне отснять видео, как выглядит 4-е, блин, орудие, чтобы корабль невысоко висел, чтобы я на него смог запрыгнуть и посмотреть на 4-ю пушку, чтобы рядом со мной выстрелили. Надеюсь, меня никакой ударной волной не отбросит. Слушайте, вот это все, вот это вот, это его главный движок, судя по всему. Да, это он, ребята. В половину, блин, корпуса. Нормально, нормально. Да, Зорган Паттерсон умеет делать. Вот он продолжается, и вот он выходит. Охренеть. Да, этот корабль стал мне нравиться еще больше. Давайте-ка попробуем на него запрыгнуть. О, смогли. Смогли. Кайф. Кстати, тут маневровые у него такие хитрые. Если у одних кораблей они имеют такой довольно большой размер, то тут они масюсенькие-примасюсенькие. Вот они. Они выглядят здесь вот так вот. И из-за этого, видимо, фиговая маневренность, потому что у каттера они примерно такой же конструкции. Вот это я понимаю. Вот это тачка. Блин, стекла как будто нету. А вот теперь вижу стекло. Так, тут у нас вот наше место. Место второго чувака, который сидит чуть выше. У него отдельная своя дверь. Там... Что там? Непонятно что, но там еще какой-то спуск, и вроде... Там то ли дверь, то ли что-то такое. Фиг его знает. Вот, пожалуйста, название Зорган Паттерсон этой верфи, которая выпускает эту модель. Блин, крутяк. Реально крутяк. Если еще ультра воткнуть, то вообще прям супер будет. Нравится, нравится. Ладно, давайте смотреть теперь уже большие корабли. Огроменная, блин, дура Type 10, которая имеет больше всех точек установки вооружения в игре. Летающая, блин, баржа смерти. Посмотрим, как он со стороны. Он примерно как Type 9, только слегка вроде пошире, и этот с спойлером Type 9 без. Ё-моё, какая огромная тень, метров на 50 походу вперед. Ну не 50, но 30. Внимание! Критически высокая температура. Твою мать. Какая ж ты хрень. Подождите, я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть на это. Так, вот мой комбез и... Ё-моё. Ребята, эта штука размером с гигантский, там, не знаю, 30-этажный дом или что-то такое. Это огроменная, блин, дура. На секундочку, мой комбезик вот тут. А это вот. Там еще горб огроменный. Ё-моё. Кстати, крылышки он складывает, когда садится. Так-то он еще шире. Так, и что у нас тут еще есть интересного? Ё-моё. Вот просто высота этой ноги 3 этажа, если не больше. Это вот непонятные волшебные какие-то штуки. Что-то я не помню их. Может, а-ля топливные баки? Очень интересно. Бежим дальше, бежим дальше. Да, кажись, на него мы уже не залезем. Какая ж ты огромная хреновина.
Да, и вот тот самый шестиэтажный аквариум. Так, может, куда-нибудь сможем залезть? Хотя, я думаю, вряд ли. Так, секундочку. Секундочку. Может быть, получится на этой планете. Просто не хочется на другую лететь, если честно. Давай, 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 давай. Нет, не хочет. Ну, в общем, вы поняли, ребят, штука реально огромная. Кстати, почему мы вышли там, когда вот здесь есть дверь? Кстати, вот тут находится дверь, ребята. И, да, мы можем пройти под этим днищем. Клиренс, конечно, у него, ну, такой себе. Ладно, давайте смотреть другие корабли, а они еще больше. Анакондочка. Большой, толстый, хороший универсальчик. Давайте-ка смотреть, какого, блин, он размера. Точнее, анаконда, ну да, она. Глянем сейчас. Она еще при всем при этом, кстати, высокая. У нее реально есть проблемы с посадкой на станции. Если слишком низко брать, можно зацепиться. Высокая температура. Да вы чё, пацаны? Да вы чё? Вы чё, какого она размера? Я могу сюда залезть? Нет, не могу. Это же, блин, почти авианосец. Ребята, ребятули, это прям мое почтение. Представьте, не знаю, Москву-Сити или что у нас больше нет, это не слишком много, я думаю. Здесь метров 150, наверное. 150 метров это у нас 50 этажей. То есть 50-этажный небоскреб просто взяли и положили. Давайте-ка посмотрим со стороны. Так, это мой комбез. И, собственно... Это даже еще не половина корабля. Ё-моё, вот это я понимаю размерчик. Охренеть. И она еще при всем при этом так крутится. И может прыгать на 80 лет, на 84. Охренеть, ребята, вот это, конечно, сильно. Прям очень. Блин, тут столько места занимают эти посадочные, это кирдык. Посмотрите, сколько там места свободного под них. И вот эти вот мелкие здесь тоже присутствуют. И огромные сзади. Охренеть. Просто охренеть. Просто вот комбез мой, а вот это посадочная тренога, или как ее, шасси, короче. Ну сколько здесь этажей, я не знаю. 4 точно, может 5. Пятиэтажка, ё-моё. Просто посадочная нога размера с пятиэтажку. Нормально, нормально. Ёксель-моксель. Нет, ну это прямо, это уже серьезно, ребята. А анаконда у нас не самая большая, если что. Посмотрим корветик. Хорошая боевая машина, довольно универсальна, можно хоть, блин, на торгоидов попереть. В общем, высаживаемся, смотрим, по идее он должен быть пониже анаконды, но длиннее и шире. Давай, выходи. Ну да, это мой золотой красавец из Вархаммера прямиком прилетел. Критически высокая температура. Мы на него сможем залезть, по идее. Хм. Да, залезли! Ох ты, какая срань огромная. Мне всегда было интересно, почему здесь такая клея. Пошли дальше. Немножко подлагивает, ребят. И да, он без щитов. Я застрял. Господи, вылез, слава богу. Да, серьезная машина. Блин, тут один кокпит размером с Вайпером К3. Ну-ка. Что-нибудь запрещенное везем? Блин, там реально целая квартира. Офигеть. Просто офигеть. Это еще не весь корабль. А вот это вот то самое местечко, где вылезают четвертые пушки. Ё-моё, какого же они размера-то? Офигеть. Офигеть. Идем дальше. Так, и давайте-ка спустимся. Даже ХП оставил. Ну, давайте-ка посмотрим со стороны, как это все выглядит. Ну, да. Корвет моща. Это точно. Охренеть. Тут движки размером с кобру. Да, вот это огроменная дура. А учитывая то, как эта штука крутится на заинженеренных движках, это вообще просто что-то с чем-то.
Удивительно, честно удивительно, друзья. Давайте-ка посмотрим остальных ребят, потому что мне интересно, что там с корветом. Ой, с катером. Имперский катер. Самые большие жирные щиты в игре. Давайте-ка посмотрим. Он больше всех остальных кораблей. И у меня очень большие вопросы к соплу, который находится сзади, потому что, мне кажется, оно будет огромное. Ну да, ой, какой тут у нас заход. Пацанский, кстати. А я могу? Я могу залезть туда. Тихо, тихо. Ступенька. Меня не пускает, зараза. Зато спускаюсь нормально. Но это, конечно, такой прям парадный трап. Ё-моё, какая ж ты срань огромная. Подождите-ка секундочку. О да. О да. Вот это я понимаю. Вот это размерчик. Вот это уже серьезная машина. Это вам не анаконда или корвет. Это, блин, имперский, мать его, катер. С космоверфи Гутамая. Какая же это огромная хрень. Но это не самый большой корабль. Самый большой будет дальше. Блин, вот интересно, с какой скоростью он бежит? Блин. Не, ну это пипец. Это просто пипец. И кажется, мы не сможем запрыгнуть. Чуть-чуть не хватает. К сожалению. А ТРПшки тут нету. Да, дура огромная. Ему бы еще, конечно, маневренность. И было бы прям хорошо. Тихо. Нужно зарядиться. Да ёксель-моксель. Ладно, так посмотрим. Ну-ка, покажи свои движки. 2 человеческих роста. Нормально. Неплохо. То есть, если я прям сюда могу залезть? О, да, я могу прям сюда залезть. Ну да, 2 человеческих роста. Может, даже чуть больше. Ну, 4 метра здесь точно. Ну, то есть 1,5 этажа. А то сопло еще больше. Я чисто теоретически, получается, могу запрыгнуть на него сейчас. Не. Сейчас запрыгнем. Сейчас восстановится энергия. И, может быть, получится туда запрыгнуть. Я уже включу щиты, чтобы не убиться. Не, паркур из меня фигово получается. Ладно. Главное сопло. Давайте-ка его посмотрим. Больше всего вопросов было именно к нему касательно размера. С виду вроде такой же. Давайте на краешку встанем. Так. А, нет, 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 нет. Оно гораздо больше, нежели все остальные. То есть... 1, 2, 3, 4. Нормально тогда. Неплохо, неплохо. Интересно, а если газануть? Выкинет ли меня с большой скоростью или нет? Блин, нет. Огроменный корабль. Просто огроменный. Еще тут хвост. Ну, это кирдык, ребят. А вот это, друзья мои, самый огромный корабль в игре. Белуга, блин, мать его, лайнер. Ребята, эта штука, мне кажется, размером с нынешние круизные лайнеры, которые уходят у нас по морям и океанам. Давайте-ка посмотрим. Штукенция реально огромная. Анаконда, катер рядом не стояли. Она больше их намного. Давайте смотреть. Так, это у нас для ТРПшки вроде. Это у нас для истребителя. Внимание! Критически высокая температура. Давайте для начала просто в бок отойдем и, так сказать, оценим общие размеры по сравнению с нашим комбезом. Вот наш комбез. Огромная срань. Просто огроменная. Ребят, ну это реально лайнер. Не просто так называется лайнером. Как вы можете заметить, штука огроменная. Сколько она возит пассажиров, честно не скажу. У меня был на нее обзор, там об этом сказано. Но, ребята, это просто, блин, что-то с чем-то. Это просто огромная сранина. Может, получится ее сделать из серии боевого, не знаю, но... Ребята, она просто-напросто огромная. Мы можем, кстати, запрыгнуть, по идее. По крайней мере, на это крыло мы запрыгнули. Кирдык, сколько здесь этажей? Я вообще представить не могу. Кстати, вот эти те самые маневровые двигатели, что на каттере, что на мамбе. Осилим, не осилим? Давай, 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 давай! Нет, 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 нет! Ах ты, зараза, а. Хочется посмотреть ее получше.
Давайте-ка еще попыточку. Слишком гладкая поверхность. Слишком, гладкая поверхность. К сожалению, видимо, не получится. Хотя вот тут может получиться. Если бы там были сейчас пассажиры, они бы офигели. Человек за бортом, человек за бортом. Или что-нибудь такое. Ох, ребятки, это прям моща. Интересно, меня будет крутить? Нет, меня крутить не будет. Ну это просто что-то с чем-то. Просто маленький прыщик. Да, это серьезная фигня. Так, а если отдарить вот так? Жесть. Просто жесть. А у меня на этом все, друзья. Этот видос не столь познавательный, сколько более развлекательный, потому что слишком много технической информации, я думаю, можно немножечко это дело разбавить таким вот видосом, друзья. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous. Там 360 или 365 видосов, там уже их просто-напросто куча. Многие из этих видосов я раскидал по плейлистам, там меньше половины, наверное. 21 плейлист в описании под видео, где вы можете найти, в принципе, любые ответы на ваши вопросы. Конечно, еще много чего не отснято, я над этим работаю, друзья. Также в описании под видео будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группу ВК, Discord сервер и Telegram канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с дружкой, друзья. И через Дискорд идет вступление в мою эскадрилью. К сожалению, только через Дискорд. Просто если кинете в игре заявку, вам не ответят через Дискорд. Там и даются вам роли определенные, и звания, и доступ к закрытым чатам, ну и так далее. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.